Всех приветствую на канале Прототип 85. И сегодня в игре Moto Immortal мы посмотрим на новинку. Нам представили информацию о грядущем герое, который появится вскоре. И кто же это может быть? Давайте посмотрим. Та-дам! Вот такой вот герой. Как вы думаете, как его зовут? Пока мы видим, что это боец и масть бубны. А это у нас Геракл. О Геракле мы знаем очень много мифов. Это полубог. Из древнегреческой мифологии. Почему полубог? Потому что это сын Зевса и смертной женщины Алкмены. Вот. За что жена Зевса его и гоняла, в принципе, по всем его испытаниям. Видимо, за измену. Все мы знаем его подвиги. И Гидру он убивал, и добывал золотые яблоки, и льва убивал немейского, и так далее и тому подобное. Выглядит он, конечно, очень здорово. Мощный такой мужчина, который явно готов всем надавать по лицу. Что мы можем ожидать от этого бойца? Если мы посмотрим на колоду бубны, то не так уж и много у нас бойцов, эпиков, которые могли бы показать что-то сильное. Он очень хорошо войдет в пачку бубны, потому что здесь и так мало их. Если так вот, по моему мнению, то трефы и бубны — это две слабых масти по сравнению с червой и пикой. Поэтому такое усиление нам как раз будет кстати. Давайте посмотрим, что мы можем еще узнать о навыках Геракла. Суперспособность сохраняет или же накапливает часть полученного урона, а затем выпускает его, нанося урон окружающим юнитам и получая щит. Очень похоже, кстати, он на вот этого бойца, Хледганнер. И тоже она впитывает в себя все, может потанковать и потом выдать много урона. Но урона мы пока не знаем, сколько эти навыки выдают. У нас пока нет характеристик, есть лишь описание краткое навыков. Хорошо, какие у него еще есть навыки? Схватывает цель, совершает рывок к наиболее скопленной врагами области, наносит урон по площади. Окей, он массовик. Следующий. Дикий удар. Наносит урон, избивает юнитов в конусе, получает щит, восстанавливает хп. Ну вот, как я и говорю. То есть Хледганнер примерно так же работает. Сама себе увеличивает damage reduction, бафает себя, защищает себя, восстанавливает себе хп. Но Геракл, как я понимаю, больше даже в защиту, чем Хледганнер. Но опять же, посмотрим потом по цифрам. Следующий навык — Вознесение Божественности. Геракл увеличивает свое максимальное здоровье и конвертирует свою атаку в максимальное здоровье. Угу. Ну и реликвия, что она нам дает? Исцеляет себя и получает damage reduction и полностью восстанавливает энергию, когда находится на грани смерти. То есть не дает себе умереть. Это так же, как, опять же, Хледганнер уходит в сон. Вот. Священная медитация. Но она умереть может. Но у нее идет восстановление ХП очень сильно. Плюс у нее damage reduction. Но они очень похожи. Но так как мы знаем, что Хледганнер — это топ-боец, она сейчас везде в топах участвует, чтобы не закрывали какие бы мероприятия, какие бы данжи не закрывали, она практически всегда в первых местах. Поэтому я думаю, что и Геракл может стать рядом с ней. Так как мы двигаемся очень быстро вперед, например, да? Вот если вот открыть Одиссею у меня и посмотреть, да, у меня написано челлендж. То есть это очень сложный уровень для меня. И там, где нельзя пройти, там, где умирают бойцы,
вот у меня 260 уровень, да, там 260, 261 какие-то, то я бью 285-х. И вот где-то, например, вот красным горит, видите, каемка такая вокруг экрана. Это означает, что не факт, что я выиграю. Под вопросом. А вот здесь вот бойцы как раз сильные у меня. Хоть они и разбавленные с другими бойцами более слабыми. И вот если, например, вот эта команда не живет, то вместо танка лучше поставить такого бойца, как Флетганнер, рядом. Таким образом получится, что он и живет, и бьет, и контролирует, потому что он в некоторых скиллах сбивает юнитов. Так что это будет лучше, чем танк, потому что будет дополнительно наносить урон. Потому что бывает так, что в таких боях не хватает просто времени. Давайте посмотрим, как бы мы могли собрать команду в Celestial Spire в наборе бубны. Сейчас они у меня закрыты, конечно. И видно, да, что 74 этаж я только прошел по сравнению с остальными, потому что это сейчас одна из слабых фракций. Да и у меня герои не прокачаны особо. Но мы можем посмотреть, например, в Delusion's Den. Давайте вот уберем, например, вот этих бойцов. Вот у нас есть бубны. И поставим сюда, к примеру, Сет. Это наш бафер. Танк. Танк-боец, можно так сказать. И здесь будет стоять у нас как раз таки Геракл. Ну, давайте поставим сюда, я не знаю, там. Давайте поставим вот его. Вот такая команда в бубнах. Примерно будет. Только вместо Хоруса с крыльями вот этого будет как раз таки Геракл. Если у него будут хорошие статы, показатели атаки, то я думаю, что они очень хорошо будут справляться. Намного лучше, чем бубны сейчас. Арес очень хороший боец. В принципе, он, скажем так, сдерживает на себе врагов, чтобы остальные успели нанести удар. Плюс сам наносит урон, и он может себя спасти от смерти. Афина — это единственный целитель в бубнах, поэтому тут без нее никак. Плюс она дает щиты, плюс она бафает. Сет также бафает, плюс она дает вампиризм, и она здесь хорошо подойдет. Ну и, конечно же, я считаю, здесь должен быть Феникс, потому что у нее очень хороший масс-урон. А так как, например, тот же Геракл будет сбивать юнитов, я думаю, что они будут попадать в кучку. Таким образом, она своим массовым навыком будет хорошо дамажить. Нам, конечно, лучше держать Афину в первом ряду, потому что, чтобы она была ближе к стороне врагов, к той половине, потому что вокруг нее появляется область, в которой она бафает и накладывает щиты на союзников, которые находятся в этой области. Поэтому, если она будет сзади, а наши бойцы убегут вперед, то, естественно, она до них не достанет. Поэтому лучше ее держать в первом ряду. Если же взять солянку, то тогда, конечно, мы убираем практически все бубны. Потому что бубны — это далеко не самая сильная фракция. Тогда мы ставим Флетганнер. Давайте вместо Геракла мы будем иметь Ареса пока. Вот, типа, это Геракл у нас будет. Вот. Мы берем вот этого мальчика, который похож на девочку. Юлао. Дионисис, конечно. Потому что она бафает очень хорошо. Конечно, можно взять и Никс. Но Никс, она хороша в
том случае, когда она работает в паре, например, с Немесис. Когда они работают в одну цель. Или с любым другим ассасином. Вот Никс будет отлично. То есть, если вот так вот поставим, то как только начнется бой, Никс прыгает сюда. Она станет этого моба. И сразу же, через несколько секунд, подлетает сюда Немезис. И они вдвоем очень быстро сливают. И они работают в паре. Потом они бегут к этому мобу оба. Его убивают, потом Немесис начинает летать по всей площадке, убивать всех. Можно, конечно, сделать как? Вместо Хледганнер попробовать поставить Геракла. Если у кого-то Хледганнер, например, не прокачана, то можно опять же поставить, вот как я только что показал, вот так вот. Но я думаю, что он ровнее будет Хледганнер. Вот она у меня тут даже на главном экране. Нет, не она это. Вот она. И я думаю, что он, Геракл, зайдет очень хорошо на любых боссов, где есть мобы. Дополнительно миньоны всякие. Потому что у нас тут, в принципе, все скиллы на масс урон и сдерживание. Я думаю, что у него также будет сет такой, как у Хледганнер. Hefty. Больше защиты, но меньше атаки. Геракл, естественно, его можно брать куда угодно будет, так же, как мы берем Хледганнер везде. И мне кажется, он будет проходить без проблем. Если кто-то не успел собрать Хледганнер в баннере, то когда появится баннер на Геракла, я считаю, нужно максимально в него вкладываться, чтобы достать как можно больше копий и сделать из него настоящую мощь. На арене, естественно, он тоже заиграет, потому что на арене у нас чем больше контроля и защиты, кто может на себя стягивать, он как раз таки эту роль выполнит. Роль, которую выполняет Хледганнер. Вот мы смотрим, у всех Хледганнер. Вот если мы посмотрим, например, на мирового босса Torment Rift, то опять же, если мы зайдем вот сюда вот и посмотрим лидерборд, мы увидим Хледганнер. Возможно, здесь будет стоять скоро Геракл, мы не знаем, сильнее ли он ее, но мне кажется, он такой же будет по мощности. Опять же, видим, да, она больше всего наносит, но она и рассчитана больше на атаку. А судя по навыкам Геракла, мы видим, что там больше на сохранение своей жизни и контроль. Когда, конечно, он выйдет, мы обязательно поиграем им, посмотрим. Ну а пока это все, что мы можем сделать из выводов о нем. Это мое личное, конечно, мнение. Интересно, что вы думаете об этом. Напишите об этом в комментариях. Ну и присоединяйтесь к игре. Кто не присоединился, заходите в Discord, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.